Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. День сегодня очень спокойный, тишина, тишь да глашь, ничего не происходит. Накапливают силы, энергию, но новости выходят очень интересные. Давайте начнем с календаря событий. Итак, сегодня вышла статистика по американскому рынку труда. Статистика очень позитивная, очень занятная. Вот я запустил эти данные в телеграм-канале. Прирост 916 тысяч рабочих мест. При этом значительный рост средней оплаты труда на 4%. И текущая средняя оплата труда в Соединенных Штатах 29, почти $30 в час. Но, во-первых, на что стоит обратить внимание? Вот Bloomberg, здесь прямо на главной странице статья CDS, это типа Министерства здравоохранения, говорит, что вполне можно путешествовать в маске после того, как сделал прививку, вакцинировался. То есть фактически уже дали официально добро и начинают открывать окна Овертона для того, чтобы люди начинали проявлять внешнюю активность, куда-то ездили, ходили, и, соответственно, производили и потребляли товары и услуги. И экономика от этого будет расцветать. Потому что американская экономика, она на большую свою часть состоит именно из услуг, из того, что производят люди, из того, что производит бизнес. Добыча полезных ископаемых занимает очень маленький процент. Итак, друзья, перейдем к структуре восстановления американского рынка труда. Что здесь примечательно? Кто же лидеры по восстановлению, по приросту рабочих мест? Это то, что связано с гостиничным бизнесом, с перевозками, с путешествиями и так далее. А также то, что связано с обслуживанием добычи природных ископаемых и непосредственно добычи природных ископаемых. А также то, что связано с развлечениями, рестораны и так далее. То есть вот эта вся структура восстановления, она указывает на то, что сейчас делают ставку и все готово для того, чтобы американская экономика восстановилась одна из первых, не считая Китая и Германии. Если мы посмотрим, кто лидеры в потерях, то, соответственно, здесь четко видно, что в потерях все, что связано с розничными продажами, будь то электроника или одежда, и то, что связано со средствами массовой информации, кроме интернета, ютуба, твиттера и так далее. И вообще, если анализировать то, как предоставляется статистика по американскому рынку, здесь очень интересная ситуация. Потому что в четверг предоставляют данные о том, сколько потеряно, то есть сколько поступило первичных заявок по безработице, а соответственно в пятницу предоставляют сведения о том, сколько образовалось новых рабочих мест. Таким образом, здесь получается как ножницы. Одна сторона режет, другая сторона накрывает. Так, друзья, следующая тема, она совершенно не пятничная, но, наверное, ее обсудить все равно придется, поскольку мы находимся под заклинанием этой темы, и никуда нам от нее не деться. Эта тема связана с той ситуацией, которая сейчас продолжает нагнетаться на Донбассе. Вот поступила информация, соответственно, на сайте Bloomberg это размещено, о том, что состоялся первый звонок между Байденом и Зеленским, и они обсудили все текущие проблемы, возможное развитие событий и двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Россией. С учетом того, что сегодня Страстная пятница и в западных странах все-таки выходной день, это достаточно важный сигнал с моей точки зрения. Это означает, что уже для чего-то остается мало времени и пытаются по-быстрому создать мосты, создать какие-то отношения, чтобы что-то сделать. Как известно, Байден и Зеленский не общались достаточно долго. Это связано с теми историями, которые были с сыном Байдена. Он находился на Украине и занимался там вопросами, связанными с потенциальной добычей сланцевой нефти и газа. Поскольку эта история была очень шумная, не берусь судить, насколько она была правдивая и некрасивая, но это послужило определенным тормозом, камнем преткновения между выстраиванием отношений между двумя президентами. И сейчас то, что так внезапно, в выходной день, они созвонились и обсудили текущие вопросы, это достаточно
ну скажем так, необычно, по крайней мере. Я не скажу слово напряженно, но это необычно. На фоне проходящего саммита НАТО, где очень часто упоминается Россия, Китай и ситуация на Донбассе, это все подводит к тому, что может произойти эскалация, и об этом я неоднократно ранее обращал ваше внимание в своем телеграм-канале. Не будем вдаваться в подробности, что там да и как. Могу только обратить ваше внимание, что если это произойдет, то, конечно, мы уже на предстоящей неделе можем увидеть и по 80, и по 86 рублей за доллар. Я все-таки надеюсь, что такого не произойдет прямо так сразу, потому что 22 апреля запланировано послание президента Российской Федерации. Наверное, все-таки до вот этой даты, ну, было бы логично, никаких обострений, наверное, чтобы не возникали. Ну а дальше посмотрим, как будут развиваться события. Здесь, конечно, очень чувствительная точка для нас, потому что если там начинается какая-то заваруха или обострение, то это будет наиболее вероятно складывание российского фондового рынка и падение рубля. Ну, с учетом текущей волатильности, конечно, может получиться так, что даже если там и начнется какой-то трешак, не дай бог, то при этом рубль останется на месте, а российский фондовый рынок будет расти. Такое тоже нельзя исключать, с учетом того, какая волатильность в текущих условиях и насколько все необычно происходит последний год. Сначала началось все с обвала в марте, когда обвалов никогда не было. Потом очень много, ну по меньшей мере, странных и необычных событий. И поэтому здесь, конечно, ситуация, она может развиваться совершенно по-разному. Ну, скажем так, вот все эти новости, которые выходили, кстати, я вот специально промониторил, отследил ситуацию. На самом деле в западной прессе вот то, что касается потенциального напряжения на Донбассе, оно практически вообще нигде не упоминается. Вот. И в российских СМИ в очень многих эта тема очень плотно обсуждается. Поэтому здесь, ну, наверное, Запад пока этому не придает особо большого значения. Но с другой стороны, на фоне имеющихся непростых взаимоотношений, если там начнется какое-то напряжение, эскалация или какое-то нагнетание, то это может послужить к тому, что произойдет что-то, ну скажем так, не очень приятное, как минимум. Но здесь момент заключается в том, что с учетом всей необычности происходящих событий, тут даже пока до конца не ясно, насколько эта напряженная обстановка, она повлияет на российский фондовый рынок. То есть вообще как бы он должен сложиться и упасть. Но по факту даже вот, ну скажем так, есть в этом какая-то интрига, а может быть и не упадет. Ну хотя, конечно, лучше бы ничего не было, все жили мирно и счастливо. Так, друзья, ну вот что примечательно, по Америке вышли хорошие данные по труду, потому что восстанавливается экономика и рынок труда. И S&P, это SFD на фьючерс, он сегодня нарисовал такой вот заскок аж на 4047. Да, сегодня западные площадки были закрыты, вот, но SFD, по-моему, торгуется немножко в другом формате. Ну и на фоне сильных данных по рынку труда, индекс доллара, это 4-часовой таймфрейм, здесь произошла попытка отскока, и судя по вот этому движению, наверное, во вторник или в понедельник, когда там все откроется, надо еще уточнить, пойдет попытка, весьма вероятно, ну точно будет на 93.25 задерг, и потом возможно тестирование верхней границы и по ситуации либо отскок, либо пробитие. Так, ну вот переходя к календарю событий, то, что ожидается на понедельник, хотел обратить внимание, что понедельник продолжение Пасхи, и здесь большинство площадок также будет не работать. Кроме того, официально выходной в Китае. Таким образом, на понедельник у нас получается день еще более пустой. Он будет проходить без Китая. Вот Соединенные Штаты здесь не указаны. Ну, поэтому, возможно, Соединенные Штаты, если там площадки американские откроются, то во второй половине дня они вполне могут придать вектор направленности российскому рынку.
Так, ну вот пошли такие интересные реляции о том, что иностранные инвесторы начали возвращаться в российские акции. Либо иностранные инвесторы знают, что вся эта ситуация в Донбассе, она не получит серьезного развития, либо это те самые иностранные инвесторы, которые любят пощекотать себе нервы. Так, друзья, ну вот еще Tesla порадовала отчетностью, поэтому весьма вероятно, что на следующей неделе еще Илон Маск добавит какие-нибудь фокусы в свою постоянную программу и на фоне позитивной отчетности потащит старушку Теслу наверх. Так, ну день сегодня, конечно, очень сонный получился. Давайте вот посмотрим один инструмент. Сейчас уже вообще как бы все засыпает на ходу. Сишечка, СИМ июньский фьючерс рубль-доллар, 5-минутный таймфрейм. Ну, сейчас весьма вероятно будет попытка задерга и закрытия в районе 77-250, я так предполагаю. Вот. Опять же, здесь после того, как вот это движение произойдет, весьма вероятно после этого движения будет коррекционный откат и закрытие дня произойдет где-то в районе 77 177 150. Переходя на 4-часовой таймфрейм, хочу обратить внимание, что здесь, судя по всему, вот это движение на 77 850, оно пока не закончено. И когда вот это движение произойдет до уровня, который был достигнут 24 марта, здесь вот как раз решится судьба Ватерлоу. Либо здесь сразу произойдет выход объема и отбой с возвратом в район 76-250, либо же мы отсюда пойдем выше, 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 ну и здесь нет предела для самых смелых ожиданий, если разразится конфликт. Могу так сказать, что вот набор позиций, который происходил в конце марта, в последние дни, лонги доллара, они пока еще не вышли. То есть здесь в любом случае там в понедельник, во вторник весьма вероятно будет движение, цель которого потестить вот это значение и либо от него отбиться и соответственно вернуться вот сюда вот на 75 900, 75 800 или улететь выше. Если опираться на дневной таймфрейм, то у нас здесь получается картина, которая требует хорошего коррекционного отката после того, как будет достигнут диапазон 77 500, 77 900. Вот. Но здесь вы сами видите, какая неопределенная ситуация. И весьма вероятно, что на следующей неделе либо будет разрешение этой ситуации, либо будет ясность, что ожидает на апрель месяц до 22 апреля. Я так предполагаю, что ключевые события произойдут на предстоящей неделе. Друзья, ну это все. Здесь я не вижу на текущий момент смысла рассматривать другие инструменты на вечерней сессии, поскольку все уже отдыхают. Давайте мы на этом закруглимся. Если вы живете по западному стилю, поздравляю вас с предстоящей Пасхой. Желаю всего самого лучшего. До встречи в эфире. Счастливо.